Подлетай давай. Ребята, всем привет! Мы сегодня на охоте на косулю. Сегодня у нас среда, вечер. Мы были на выходных, Андрюха приезжал. Приехал он поздно, поэтому мы охотились ночью. Удалось нам добыть одного козлика. Ну, шли по полям, гуляли, смотрели в тепловизор. Два козла друг за другом гонялись. Потом один отбился, был один побольше, был один поменьше. Потом один отбился и как бы подошел к дереву и начал есть. И мы к нему подошли на расстояние где-то метров 100. И получилось у нас у Андрея сделать хороший выстрел и добыть его с первого выстрела. Жопой стоит. Давай. Не понял. Попал или что? Да. Козлик был красивый, но не выдающийся трофей. Потом уже мы всю ночь и утро искали как бы хорошего трофея, но были козлики, но все молодые, либо трофеи слабые, как бы не было хорошего, а хотелось Андрею именно хорошего козла добыть. Видели лосей двух самцов, один такой 4×4, другой похуже. А, да. 4×4. А, 4×4. Ну, красивый такой, лощененький. Иди сюда. Так он на тебя, Коля, посмотрел. Еще он не... Это селекционно. Второй рядом. Это да, поменьше. Селекционно, видишь? Правый рог у него какой-то вообще Что-то у него справа. кулдышкой какой-то. Сверху белый, вот. Какой-то шишкой. Кривой там есть. Ну, какой-то шишкой, видишь, вначале. Ну, с этой стороны, да, да. Такой какой-то А слева где-то 3 отростка. Может и мощнее, ну. Ой, видишь, сейчас повернулся, да, видно. Большой, да, да. 2 на... Или у него сломанный он, наверное. Наверное, сломаны. Иди сюда, ну! Нормально, Коля, ты тут их понавязывал. Сегодня же мы выехали, нам не принципиально трофейные качества, потому что мы будем охотиться с гладким, с дробовиком. Поэтому, что получится добыть, если получится, то добудем. У меня обновочка, это мой тепловизор, как бы не смешно это звучало. Вот такой самый маленький тепловизор, iRay T2+, называется. Вот такой вот маленький товарищ. Раз. Подсоединяется он к телефону. Тепловизор с AliExpress. Ну, пришел довольно быстро, хорошо упакован. Вопросов вообще нету к продавцу. Все отлично. Все технические характеристики посмотрите, кому интересно, по ссылкам. Мне же больше интересно практическое его использование. Вот такая вот приспособа. Там еще есть в комплекте лазерный целеуказатель. На какую-нибудь пневматику, в принципе, в теории можно поставить и где-то там по крысам каким-то, по грызунам пострелять с пневматики. Ну, конечно, на карабин это не поставишь или на гладкое, потому что отдача сильная, и это все будет сбиваться. Если по-светлому козлика добыть не получится, то будем использовать его в поиске коз, подходить, включать фонарик, уже смотреть, козел не козел, ну это все в идеале, и пробовать добыть. Сегодня нам погода пока благоприятствует, сильный ветер, это нам поможет подойти поближе к зверю. Все, вперед. Меньше слов, больше дела. Что-то по ходу будем говорить. Выдвигаемся на охоту. Стрелять сегодня будем, ну, как в прошлый раз, с полукартечи. Я набрал патронов, надо уже зарядиться, в принципе. Сейчас уже здесь вот на дамбе могут быть козы. Мы здесь весной их часто встречали. Два козлика здесь я
видел, один был хороший, второй был такой поменьше. Поэтому, возможно, их еще никто здесь не пугал. Смотрим, прогуляемся. У нас сейчас такой большой круг. Сейчас у нас где-то 7 часов вечера. Уже где-то после 8 начинают выходить козы на поля. О, не влазит. Так, на предохранитель. Большой круг, и потом к машине вернемся, уже, я думаю, по темноте. Взял я сегодня с собой манук. Я вообще тут навешана. Камера, рация, телефон. Сейчас тепловизор поставим. Попробуем, что он покажет. Вот у меня еще манки тут с собой. На хищника взял на всякий случай. Вот на козла. Сейчас начнется гон. Еще пока самцы не реагируют. Вот мы были на охоте, я пробовал. Не реагируют. Ну, в принципе, когда убегают, свистишь, они останавливаются. Но на манок еще не бегут. Где-то через недели-две активная фаза гона начнется. Тогда обязательно выйдем. Попробуем поманить косулю так, чтобы она прям к нам пришла в ручки. Давай уже поставим тепловизор. И будем смотреть. На солнце и смотреть нельзя. Как бы сейчас неудобно будет против солнца на те поля просматривать. Здесь она так крепится. Крепление сделано добротно, с алюминия. Вот эту. Еще особо не разобрался. Сюда вставляем. Зажимаем. Вот так. Переходник Type-C-шный. Она должна сразу определиться и включиться. Вот, да. Так, ну и вот. Так, отрегулируем чуть-чуть резкость. Вот. Деревья понагревались. Ну, тут сколько до них? 10 метров. Вот Оля у нас. Надо резкость подкручивать, смотреть. Угу. Самка или самец? Что там? Самка? Самка. Самка. Вон она стоит. А это маленький косуленочек. Вот, видишь? Смотри, что он делает. Ну, Не знает, куда бежать. бедненько. А нет, это косуля нормально. Ну. Ну тут, конечно, комментарий отсутствует. Если бы это был козлик, он бы был наш. А так, это самочка, пускай бежит. Ну вот, круто. Только вышли. Буквально отошли тут от машины 300 метров. Как я и говорил, вот он тут лежал. И главное, что она не рванула туда от нас подальше. Вот она тут и осталась. Ну не будем ее тут тревожить, пускай отдыхает. Возможно, здесь ее, малыши. Вот на этом месте всегда мы встречали весной, по крайней мере, коз, потому что здесь такая возвышенность, а остальное все пойму затопляет. Ну, как бы они весной поэтому здесь и концентрируются на дамбе, но я думаю, что все равно они как бы этого места держатся. Сейчас попробуем поманить, но шансов, конечно, надежд нету, что козлик придет, но попробуем. Все, чуть-чуть подождем.
тропа, и вот круг уже. Уже они потихонечку начинают круги нарезать. Да. Там полянка за этими вот высокими деревьями. Посмотрим. Блин. Непонятно, вроде самка. Вышел там на полянку. С кустов выскочила самка. Ну, недалеко. Но я, если честно, даже ружье не успел поднять. Так, план такой вот. Тут два куста таких больших на поле. Очень часто здесь косуля остается. Сейчас мы пройдемся так тихонечко. Я с одной стороны, Толя с другой стороны. И, ну, возможно, либо на меня выбежит, либо на тебя выбежит, снимешь. Вот мы слышали, сейчас шли по дамбе. Опять же что-то спугнули, подшумели в болоте. И слышали вдалеке, как козел гавкает. Ну, пока еще светло, давай таким методом будем охотиться. Очень шумная трава. Даже если сюда выйдет, не получится подойти на расстояние выстрела с гладкоствольного. Очень шумно, ветер стих. Ладно бы еще ветер был. Наверное, иди за машиной и подъезжай к следующему повороту. А я пойду по дамбе тихонько. Сейчас уже Оля отошла на расстояние где-то 200 метров. Ну тут точно 200 метров. Видно ее отчетливо. Ну я стоять тут ждать долго не буду, когда она отойдет еще дальше. Ну, вот уже, по крайней мере, понятно. Думаю, что если бы коза вот на чистых этих полях ходила, мы бы ее заметили. Она в камуфляже, глазом я плохо ее вижу. А вот в тепловизор видно хорошо. Расстояние 300 метров, ну можно разобрать, что это человек. В общем, практически мы пересеклись с козликом. Ну, ветер как бы от меня на него. Видно, причуял и загавкал, пошел. Ну вот зайчик. Первого зверя увидели. Ну, метров сколько он? 50 примерно. Сейчас другой режим. О. В этом, кстати, режиме, наверное, получше видно. В этом само видно. Может 100 метров даже. Ну, разобрать можно, что это заяц. Уже совсем темно стало, и сейчас переедем на другое место и там еще пройдемся. Вот я уже нацепил фонарь. Еще один зайчик, только уши торчат. Ну вот зайчик, ну тут метров 150 по моим ощущениям. Вот видно его. А вот там светится коза, скорее всего, потому что силуэт уже побольше. Можно попробовать подойти уже раз обнаружили. 11:30. Ну что, пошел я к тому козлу, но я не знал, что это козел. Как оказалось, он метров 500 тут точно. Ну, судя по времени, которому я к нему шел. Я иду.
Блин, и все подхожу, кажется, вот, смотрю в этот тепловизор, смотрю, он пасется, потом он вообще, вот уже когда я к нему метров, может, 100 подошел, он вообще лег, все, лежит и голову только. Ну, я же не знаю, козел это не коза. Я уже и снял штиблеты свои, потихонечку начал в носках идти. Там такая трава скошенная, иду. Он лежит себе, ну, я смотрю, ну, в тепловизорчик этот. А он как бы немножко зумирует. Ну, думаю, уже вообще близко, наверное. Думаю, может, метров 30. Думаю, надо стрелять, сейчас сорвется резко и побежит. Я фонарь включаю, ну, вижу, глаза светятся, но не понимаю, рог не вижу. Ну, и он так прыг. И начал я еще подходить в этот момент. Я, в общем, ну, сколько я еще? Метров 10 я, наверное, подошел. Ну, то есть он оказался где-то, он метров 50 лежал, еще метров 10 я подошел, где-то на метров 40, ну, точно я подошел, может, 35. Ну, то есть, ну, сделать выстрел можно было, но я не увидел рог. И потом он уже отбежал метров 100-200, я уже тепловизор на него смотрел, и он гавкнул, и я уже понял тогда только, что это козел. Короче, как бы можно с этим фонарем охотиться, но если ты хочешь рассмотреть трофейные качества животного, то надо что-то другое для ночной охоты. Еще с утра поедем, попробуем какой часок с самого рассвета. Попробуем все-таки что-то добыть. Пробили колесо, и без приключений. Будем менять. Хорошо, есть запаска. Наверное, хватит. Там их два ходят. Вот там две ходят. Два. В тепловизор вон видно, а так глазами не видно. Туман.
Отлично. Не трофейный. Сам в ручке прибежал. Ну что, как говорится, кто рано встает, у того козел упадет. Тут еще солнышко не встало, у нас уже добыт самец косули, не трофейный, хорошо. Мы, в принципе, на мясо нам нужен был козел, а не трофей. Ну, от трофея я бы тоже не отказался. В 5 часов мы где-то добыли. И даже еще солнце не стало. Сейчас мы лицензию закрыли и можем его забирать с места добычи. Вот не трофейный. Вот этот еще красивый рожек, а этот совсем такой. Тут все пообломано. Этот маленький отросток. Ну, козлик по размеру не маленький. Еще мы с дороги заметили косулю. Ну, непонятно, что это было. Самец или самка. И начал я подходить потихонечку. Раз, она перешла сюда дальше, вот на эту карту. Потом перешла туда, вот под кукурузу. И вот я на середину этого поля вышел. Еще такой немножко туманчик лег. Глазами я не вижу. Слышу, один загавкал и пошел туда. А вот этот второй вдоль канавы, вот так вот вдоль, вот тут перед дамбой канавы, он так вдоль канавы начал прыгать. А я не вижу. Мне казалось, что это, ну, самка без рогов. Я уже, в принципе, вот мог тут напротив стрелять, напротив дамбы. Ну, я целюсь, вроде самка. Я в манок раз ему, он остановился. Потом еще метров 10 пробежал и так полукругом. И когда он уже только метров 20 до меня добежал, я уже рассмотрел рожки. Ну, еще так темновато было. Сумерки такие легкие. Вот еще вот только солнце начинает показываться. Выстрелил с первого выстрела. Ну, я, наверное, даже не вложился нормально первым выстрелом. Короче, промазал и уже вторым прицелился хорошо и добыл. Отлично, без подранка, без ничего. Все хорошо, вот приехали в угодье буквально там. Сколько мы поохотились? 10 минут 15. И с трофейчиком. Вот уже и солнышко поднялось. Я разделал козлика. Кстати, такой он крупный сам по себе. Выход хороший получился. Отлично, с трофеем. Удачная охота. Что по тепловизору? Главная цель была вылазки протестировать тепловизор. Я, если честно, ожидал от него худшего результата. Ну, приноровился и вполне себе нормально. Конечно, большой минус — это неудобство. Ну, вот эта вся конструкция, она висит. Ты идешь, она болтаешься. Если где-то на вышке, конечно, сидеть там посмотрел, положил, то вообще вопросов нету. Насколько видно косулю? Где-то на полкилометра, скорее всего. Ну, это такое, если чисто, гладкое поле скошенное, то я думаю, где-то полкилометра уже можно разглядеть какую-то точку, силуэт. Конкретно видно, что это косуля где-то с расстояния 250 метров, 200-250, может до 300. Уже можно конкретно определить, что это косуля. Человека чуть-чуть дальше. Что тут объективчика? Ну, сантиметр может. Ну, технические характеристики я даже не интересовался. Если кому интересно, заходите по ссылке в описании на AliExpress, смотрите все характеристики. Для себя, я думаю, ну не понравится, я его продам. Мне его прислали так на обзор. Но я себе его оставлю, буду с ним нет-нет охотиться, как бы. Штука прикольная. К тому козлику ночью я подошел на 50 метров. Был бы у меня другой фонарь, чтобы я разглядел, что это козел. Я думаю, чтобы мы бы по нему стреляли. В целом штука мои ожидания не то чтобы оправдала, а
как это сказать? Превзошла. Превзошла мои ожидания. Охота получилась классная. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал и увидимся в угодьях. Подожди. Ну ладно, уже в следующем видео скажу. Хотел сказать, чтобы подписывались на канал, потому что 90% смотрят без подписки. Ну как так? Больше 90%. Скажу в следующем видео, в середине. А так, кто досмотрел до конца, я думаю, так подписан.